Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, создание света. В данной теме я показываю, каким образом создавать свет. И если мы рассматриваем такое управление, которое производит Бог, то, например, там фраза «да будет свет», в данном случае речь идет о том, что мы говорим о будущем времени, то есть «да», утверждающее, потом «будет», то есть в будущем, да, свет. Или же, например, можно рассматривать как текущее время, например, «да будет свет», то есть вот от текущего момента. И получается, что в системе создания света главное — это личностная система выбора. Да? Либо вы светите в текущем времени, либо вы рассматриваете себя в будущем времени, и свечение вашей личности происходит в будущем. Следовательно, свет фактически создаете вы. То есть ваша душа, ваш дух, сознание, вы создаете свет. И получается, что как вы посмотрите вот на положение вещей, да, на позиции своего личного восприятия, например, там, где-то в далеком бесконечном будущем, так и проявлена система создания света лично для вас. То есть фактически мы, получается, что ткем свет из структуры как бы тьмы, да? То есть мы рассматриваем понятие тьмы, ну, некой там темноты, и создание света должно быть системой действия внутри некого как бы контрагента, то есть некой другой среды. Если мы противопоставляем, предположим, структуру свет-тьма, то достаточно все просто, или там некая там серая система управления, то некая серость, или там, например, уменьшение света, то создание — это создание как бы альтернативной среды. И вот с точки зрения логики, Бог, создавший человека, он не создал именно альтернативной среды, он по образу и подобию создал человека, где проявлены, в общем-то, все системы действия Бога. И получается, что в этой системе вот понятие вот такое как бы механистическое, что свет — это должна быть некая тьма, на самом деле не подходит. То есть свет, то есть следующее развитие, свет Бога, например, это есть человек, ну, в большом там макропонимании. А для человека любой уровень мира — это тоже свет, то есть человек и макромир в том числе. А здесь получается, что есть только свет. В определенной природе вещей существует только свет. То есть не существует, например, понятия тьмы. Значит, и получается, что, исходя из этого, понятие создания света — это, вообще говоря, как бы конфигурирование существующего света. То есть вы все время работаете в световой системе управления, то есть везде свет. Но, видимо, каждому человеку приходилось бывать в таких ситуациях, где, например, он рассматривает некое событие как структуру света, то есть он выделяет как свет приближенный, да? Но получается, что отдаление других элементов, так же как звезды отдалены друг от друга, это не означает ну, некой тьмы, это есть пространство, да, расстояние. Для человека пространство и расстояние не всегда там только темная ночь, например, это может быть просто визуализируемое пространство. И поэтому получается, что мы говорим о том, что в создании света существует пространство тоже, по аналогии просто. Мир устроен так, мы смотрим, есть звезды, значит, там есть пространство. Какое тогда пространство? Возникает вопрос. В чем функция данного пространства, как оно определено, как оно действует. Например, нам нужно излечить человека от заболевания. Что нам дает вот этот подход с точки зрения этого пространства, которое мы обнаружили как бы логически, да? Так вот, когда мы начинаем обнаруженное пространство развивать теоретически, практически, то мы обнаружим, кстати, уже тогда человека, именно проявленного как человека вечно живущего, в первую очередь, между прочим. То есть здесь получается, вечная жизнь — это первый уровень действия человека в бесконечной среде. То есть свет человека, его пространство действия образует пространство света тоже. Ну, это такое многосложное понятие. Душа человека, пересекаясь на отдаленных уровнях реальности с физическим миром, создает вот это внутреннее пространство. То есть фактически это внутреннее пространство человека. То есть как он воспринимает себя внутри себя самого, то есть восприятие человека в своей душе. И когда человек в этом внутреннем пространстве решает свои вопросы, то он, например, там, если есть какие-то проблемы, он может излечиваться, если нет проблем, он здоров, он может влиять на события. И получается, это внутренний свет. Да? Вот зарождение этого внутреннего света и дает пространство. Фактически все пространство растет на этом свете. Вот если мы
Например, можем такое вот провести действие, то есть войти в состояние специального покоя. Например, вы видите, как растет кристалл. Вы, в принципе, можете войти в состояние ну, некого наблюдения спокойного и наблюдать. Да, это спокойное состояние, вы наблюдаете, как растет кристалл соли, там, как вот в физических опытах там, средней школы. Но вот если вы входите в пространство покоя такого же типа, так бы аналогичного во многом, и начинаете наблюдать, как растет вообще физическое пространство, то вы обнаруживаете, что практически идентичные механизмы существуют действия этого как бы момента. Сначала идет некое успокоение, а потом вы видите рост пространства света именно. То есть пространство начинает расти как структура света. И причем растет, кстати, вертикально, и можно даже видеть, вот, где, например, нужно сажать растения. Там, где пространство световое растет сильнее, значит, там и надо сажать растения. Значит, там получается лучше, например, считается, что там живется человек, вот, животным и так далее. Фактически такое пространство можно создать. Ну, например, говорят, там геопатогенные зоны, там, ну, якобы такие неприятные это вещи. В принципе, если на них не влиять, они могут быть неприятными. Но если мы знаем структуру роста этого пространства, то мы можем на это влиять. Ведь задача всего лишь навсего в том, что бы вот это вот пространство фактически души человека, проявленное в физическом мире, в информационном мире, суметь идентично или там, адекватно вырастить в нужной точке. Ну, видим мы, что пространство изогнутое. Например, там, ну, поверхность по типу, там, как вот некая математическая, ну, Гаусса, всем известная форма такая, как бы, ну, подобие седла, да. Нам нужно иметь, ну, не такое, нужно иметь цилиндр, например. Ну и что, здесь немножко дополнить. Вот здесь главное определить, а что нам нужно тогда. И получается, вот здесь выбирает опять сам человек. То есть по логике человек неуязвим, он может выбрать, что ему хочется, и построить нужное пространство, а ведь он может просто спокойно, нормально жить, как бы не производя, получается, действий. То есть это, ну, в общем, достаточно древний принцип. Можно так в пространстве света находиться, собственно, или находиться в самом свете. Вот здесь вот, кстати, разница большая. Есть пространство, как следственная величина, а есть сам свет. И вот когда мы говорим о создании самого света, то получается, что именно личный выбор, личное действие, как некая искра света, вот что вы подразумеваете под личным действием, где вы эту искру зажигаете. Ее там в районе сердца, в районе, как в центре какой-то клетки, или, например, действием мыслительным. То есть, когда вы начинаете видеть, что, в принципе, на самом деле обозначенных пунктов не так много в первом уровне, то есть человек имеет определенные центры, которые поддерживают, ну, как бы разжигает этот свет перед ним, да, и он сам где-то ну, настраивает свои системы. То есть фактически человек может вот эти вот, ну, собственно, некие такие области, маркеры или некие фотоны света разложить и по ним забраться постепенно на уровень собственного развития. То есть здесь получается, насколько он может идти, например, медленно или быстро. Да? То есть, например, если он складывает медленно, то он медленно поднимается, как вот достичь главной устойчивости. А ведь с точки зрения, например, макроспасения, спасения всего мира, ему часто нужно иметь только один импульс света, и уже он должен спасти мир. Потому что вся внешняя система строится по аналогии. Свет, идущий от человека, имеет аналогию в структуре бесконечного развития, вечного спасения. И вот это, кстати, первый аксиом построения света – аналогичная система. В структуре макроспасения существует аналогичная система. По принципу равенства всех объектов информации для Бога, если вы имеете равную структуру в макросистеме, значит, вы можете на нее влиять. Вы ее уравниваете как бы в духовном действии, то есть распространяя ее свет на бесконечность. А бесконечный свет – это, в общем-то, один свет. Это, в общем-то, просто источник света. И, следовательно, если мы локально выделяем свой, ну, как бы вот у нас есть там сфера макроспасения, мы, находясь вне этой сферы, выделяем свою область, а потом берем и внешний свет волевым усилием переводим в бесконечность, куда-то там, в точку свечения, и получаем источник. А если мы получили источник, все, мы можем строить уже, что хотим. Да? У нас есть источник, мы знаем, откуда брать. Значит, получается, следующая аксиома,
получение источника — это есть преобразование действия макроспасения в бесконечную среду. Логически это понятно, потому что мы для того и спасаем, чтобы люди бесконечно жили. Значит, мы как бы должны направлять в бесконечность. Для чего мы вообще спасаем? Цель, ну, как бы такая уже каноническая, идеальная, а на самом деле реальная как раз-таки. Единственная как бы, вот, реальная цель — это чтобы было вечное развитие всех людей. Получается, что там не существует там, каких-то национальных признаков, не существует проблем между нациями, с населением, народностями. Везде должны быть ровные отношения. Вот здесь, кстати говоря, очень четко виден переход на социальную систему управления. Если работать, ну, как бы грамотно, так скажем, на уровне световых комбинаций, да, в управлении, именно через структуру создания света, совершенно четко видно, что не существует разницы между людьми вообще, между нациями, там, какими-то народностями, вообще между, в принципе, людьми в бесконечном развитии. То есть Бог же един, Он создал всех людей по образу подобию, все равно все равны. А значит, принцип должен соблюдаться сейчас, независимо от социальных обстоятельств и так далее. Получается, что когда мы в структуре социальной эту систему объявляем, то есть мы видим, что происходит на уровне света систем, то вот социальный опыт дает возможность понять, как сосуществуют элементы света. Ведь человек — это тоже свет в определенном понимании, ну, скажем, там, бесконечный свет, да, проявленный в физическом теле. Где есть душа, как совершенно уникальная структура собственной личности, это вообще даже, в общем-то, не классифицируется как понятие свет только, вот, между прочим. Душа — это более общее понятие. Это свет, производящая система, если так можно выразиться. И получается, что если мы рассматриваем этот процесс таким образом, то на определенном очень далеком уровне душа всегда взаимодействует с Богом. На уровне своего начала это понятно, но ведь есть и на уровне действия. Тогда, получается, не существует, например, там, неизлечимых болезней. Потому что с точки зрения света можно всегда дополнить свет, построить свет, ну это как некий пластилин. Там. Если знать эту технологию духовным именно познанием, как сейчас я даю, то можно строить только зная, то есть не строя самого объекта. Знание — это есть построение. И, кстати, вот поэтому свет может не содержать тьмы, потому что знание о том, что вы можете, это и есть действие. Действие не обязательно контролировать и доосуществлять. Я, например, знаю, что там, ну, там, все в порядке в какой-то среде, да, управления. Я знаю, ну, мне не обязательно это выводить на свет уровня, или мне достаточно одного света уровня, характеризующего данную композицию в управлении. И может быть это, кстати, на много лет. То есть многие действия так фиксированы, что одно действие позитивное дает гарантию устойчивости, ну, фактически в бесконечном плане, но в тактическом уровне вы контролируете очень подробно ситуацию многолетнюю. То есть она у вас, почему контролируется? Потому что она статична. Вы видите всегда один и тот же образ при развитии. Что за это образ? Это образ человека. Но вы его не воспринимаете ну, в виде человека. Вот обратите внимание, канонический образ — это образ просто нормы человека. А вы воспринимаете именно в области, например, знаний. И когда, например, вы данные знания начинаете на себя переводить, да, или переводить на другого человека, то канонически как бы информационную область, ну, что ли, информационный уровень области этих процессов знания, это такой уровень, что он всегда нормирует как бы всю среду. Вот образ человека, полученный в виде знания, где, например, отсутствует понятие свет, например, да, или отсутствие света, там нет понятия часто даже информации как таковой. Вот просто человек знает, и все, как человек знает многое, да, вот там, ну, там, привычка к своему телу, знание, о котором сейчас я сказал, это другой тип знания. Это знание, оно одновременно и всеобщее, абсолютно личное. То есть то, что создает свет, но уже как следственный уровень. То есть если мы углубимся в эту систему знания, то получится, что мы можем получить эффект, да, приблизив знание, мы можем, там, человеку можем дать здоровье, например. Потому что это некая канонизированная система, там проецируется образ, который дал Бог в качестве подобия
что человек подобие Бога, то есть это знание нам понятно. А как только мы начинаем выходить за него, получаем свечение света. То есть вторая система получения света — это первичное знание. Ну, назовем его так, как знание о первопричине. Да? Значит, а дальше, получается, у нас еще был источник, это из бесконечной среды. Но где же тогда первопричина? Ну, сам Бог — это первопричина. А получается, что мы, зная о первопричине, ну, скажем так, не реализуя там как бы постоянный выход, да, на Бога, уже можем делать свет. То есть почему можно обращаться к Богу только в определенные промежутки? Ну, как бы не постоянно, а только так, когда человек хочет, например, да? Потому что Бог все равно рядом, во-первых, а во-вторых, на определенном уровне души все равно идет взаимодействие. А здесь человек создает свет. Он его создал, Бог его посмотрел, и получилось совместное знание. То есть вот здесь Бог уже воспринимает уровнем человека, то есть он действует как человек. Вот почему он может передать знания безусловно. Ну, там, не говоря, скажем, много, да, или же, наоборот, там, длительным уровнем развития цивилизации, колоссальным количеством знаний, там, технологий, слов и так далее. И в конечном итоге, в бесконечности, оба уровня для Бога одинаковы. Также и для человека любое количество действий сопоставимо с начальным действием. То есть следующий уровень создания света — это взаимодействие, то есть уравнивание любого количества действий на уровне достижения бесконечного развития в данный момент. Фактически реализация настоящего там, в полном проявлении для всех, для себя. И получается, что мы имеем такую концепцию настоящего, что все настоящее может быть построено там, через бесконечный свет, через структуру первопричины, это логически ясно, и через систему взаимодействия каких-то соседних участков света. Или там бесконечность, первопричина, да, первые два глобальных участка. Когда мы начинаем смотреть, как мы можем этот принцип применить, например, там, в социальной системе, как обнаружить, что в социальной системе что-то не в порядке или может быть не в порядке. В общем-то, в данном случае понятно, бесконечное развитие, там, ну, плюс бесконечность, да, первопричина, начальная точка, либо от минус бесконечности, либо там, с текущего времени. И линия между ними как, как диагностирующая среда, где получается, что проекция этой среды, например, диагностирующей фактически на некое такое плоское информативное, что ли, понятие, как полотно такое получается. Почему в цивилизации очень там, принято именно знамя, да, плоская величина в трехмерном мире, с неким символом, проекционным неким таким. И каждый проекционный символ означает действие двух сторон фактически. И получается, что это некая фиксирующая диагностическая среда, фиксирующая какой-то момент, или начальный, или там следующий. И получается, когда мы находим ну, там, в знамени, да, в неком движении внутреннее самосостояние души, тела, например, да, даже восприятие отдаленной галактики, мы начинаем контролировать, то есть начинаем гармонично жить в этот момент. То есть знамя — это как бы получается символ действующей гармонии, ведущей к цели, да, в виде проявления плоского уровня. То есть возникновение первой плоской величины — это есть фактически действие разного типа света. С точки зрения физических как бы, процессов, получается, что действительно здесь получается, что настолько должен быть мощным свет, что, например, действие света там, рождает какую-то, вот, например, плоскость, то есть материальную величину. Хотя она выражена в виде идеи, да, это величина, например, знамя, но полотнище знамя — это материальная величина. То есть перевод в полотнище — это получается, что действие человеческое. И когда мы начинаем рассматривать, а как действует человек в коллективном сознании, как он создает эту материю, то здесь открывается очень четкий механизм создания света человеком, даже цветов различных,
То есть, например, для чего там человеку какой-то цвет кожи, предположим, да? Значит, почему он именно такой там создал или выбрал для себя, там, например, почему в каком-то регионе, значит, одни оттенки даже природы, да, и так далее. И когда мы начинаем анализировать вот это вот внутреннее состояние, там, например, горы, какие-то расщелины, снега, или там лес, или там степь и так далее, то мы видим, что в лесу, там, в горах, в степи есть некая общая система, ну, например, там, понятно, земля, да, но вот если вдуматься, то душа человека как бы по-разному развернута в каждом регионе. Ну, вот понятие, значит, как бы, откуда человек произошел, то есть где он там родился. И когда мы видим вот этот цвет, почему человек выбирает себе рождение в каком-то месте, например, на уровне полной свободы выбора. То есть все люди где-то выбирают, где они должны быть рождены, например, от Бога. И получается, что вот здесь мы видим взаимодействие света восприятия, например, да, и начального уровня по рождению человека. То есть человек зрением, фактически, физическим зрением, вот если вдуматься в эту логику, как бы как цепь событий или последовательность некое событий, может регулировать внешний мир, получается. То есть он может либо мысленным зрением как бы охватывать мир и влиять на физический мир, либо физическим зрением, то, что он воспринимает физическим зрением. И получается, что на определенном уровне мысленное зрение, там, физическое, это совершенно идентичные системы. С точки зрения внешней системы, эта система может не воспринимать, как человек воспринимает. Физически или, например, там, ну, там, умственно, интеллектуально, или он думает, или он духовно воспринимает. И вот мощный способ, кстати, диагностики и излечения людей — контроль за внешней системой. Как только внешняя система перестает дифференцировать любой сложности, систему восприятия человека, человек, значит, в принципе, здоров. То есть человек выходит в структуру, где либо свет всеобщий, это, ну, структура Бога, да, он правильно себя реализовал в данный момент или там в будущем. Многие, кстати, здоровы, потому что они в будущем просто себя правильно реализовали и к этому будущему идут. То есть тогда их все равно ничего не собьет с пути. И получается, что, исходя из этого, мы видим мощную систему, ну, где там, например, чтобы строить там позитивное, бурно развивающее общество, нужно, чтобы люди просто не болели. То есть не то, что там постоянно профилактика, лечение, но чтобы они просто не болели, по возможности максимально были здоровы все время. Тогда, получается, в этой системе управления социальной именно структура будущих процессов — это основной уровень, да, то есть свет будущего. Вот если мы сейчас рассмотрели в большей степени как бы свет текущего, там, настоящего времени, то получается, что свет будущего — это структура уже как бы более глобального смысла для некоторого типа действий, потому что в локальном, то есть, ну, предположим, так скажем, в текущем времени все равно мы имеем здесь такую картину управления, что все равно текущее действие часто является, ну, по крайней мере, для логического восприятия определяющим уровнем управления. То есть для логики процесса все равно нужно ориентироваться в текущем времени. Ну, например, там корабль плывет, ясно, что горизонт безоблачный, все будет нормально, но корабль же определяется текущим состоянием по многим параметрам. Поэтому получается, что здесь вот умение связать текущее, там, как бы далекое, да, отдаленное будущее, вот это и есть, в принципе, задача такого стратегического управления, где связующим уровнем является точное знание, как вы из текущего времени переходите в будущее. То есть такой достаточно тонкий момент, где вы будущее воспринимаете как текущую реальность. И когда вы начинаете вот эту систему воспринимать, кстати, тогда ясно, например, точно ясно, что вы в любом случае будете, например, там, здоровы. То есть вот здесь возникает абсолютно точная, некая такая ясность действий. Это, в общем-то, система, как диагностическая, очень полезна при лечении там, других людей, например, при там, просто оздоровлении, значит, или даже чтобы, например, человек не уставал. То есть умение увидеть вот эту некую такую вибрацию, которая означает, в принципе, саму жизнь. И получается, что свет жизни, да, как некая форма света, это есть все-таки некий специфический свет. То есть умение увидеть свет
например, там, собственной жизни, жизни всех людей, что там никаких вопросов не возникает, ну, на которые следует обратить внимание, то есть благоприятный уровень, да, это система создания событий, где можно совершенно четко заниматься управлением, там, предположим, собственными событиями, там, вкупе с другими событиями или для других событий, потому что часто управление другими событиями таково, что нужно в качестве, ну, некого там конструктора использовать собственную структуру управления, собственные события. Потому что, ну, управляя где-то даже в регионе, чтобы там было благоприятно, нужно увидеть собственный свет возле этого региона. А получается, вы же, значит, должны продвинуть свет в ту точку, как делает Бог. Он продвигает, ну, с точки зрения человека, как бы свет одновременно к любым объектам, как бы пучок, да, сразу у него идет. А для человека, если делать синхронно, он должен, значит, продвинуть сначала один участок к какому-то региону, там выровнять и увидеть собственный свет. Значит, человек видит свет по самому себе, это третья аксиома. Увидеть свет из себя, из своего действия, а фактически это действие спасения. Если ничего не делать, свет не визуализируется. Фоновый уровень. А если что-то вы предпринимаете, кому-то помогаете, вы светитесь в этой точке, ваш элемент сознания светится. Тогда получается, что то есть самоорганизующийся свет, в общем-то, по большому счету, вот, это есть действие вашего организма фактически, вашей личности в широком спектре. И здесь уже возникает уже дальше макросвет, то есть коллективное действие личности по урегулированию каких-то систем социальных, по нормализации, обязательно причем нормализация, свет нормы, все равно будет норма везде. То есть напряженность, какие-то там конфликты даже, да, там региональные, другие, но в любом случае будет норма. Вот эта вот изначальная норма, она заложена в структуре света самого, организованного и человеком, и Богом одновременно. Значит, есть свет, который организовывается и Богом, и человеком одновременно. И вот этот вот растущий свет покажет, что все равно нет смысла там конфликтовать, что-то там напрягать, все равно все придет в норму. По большому счету, большого смысла нет. Лучше сразу разложить перспективу бесконечного развития и сразу решать путем там переговоров, путем созидательного действия и так далее. И главным критерием здесь является обеспечение именно вечной жизни для всех сторон. Когда вот этот критерий будет выполняться, то есть свет бесконечной жизни, да, вечной жизни, все вопросы рано или поздно решаются. Пусть они какие-то медленно, какие-то быстрее, но они все равно решатся без уничтожения. И получается, что вот здесь вот важно критерием действия, ну, скажем так, свет в структуре, например, макроспасения, это свет, получается, личностного действия. И здесь возникает еще третий уровень какой-то, вот скажем, именно как уровень он выглядит. То есть это даже не аксиоматический уровень, а какой-то внутренний там подуровень тела, так скажем. На определенном уровне тело светится. Вот постарайтесь там посмотреть внутрь себя. Видите, что где-то идет свечение, ну прям не то, что даже внутри тела, а некое пространство, которое дает свечение, и это свечение фактически как бы озаряет организм, как бы даже изнутри, но если присмотреться, там нет вектора. Свет, который происходит, он даже формирует где-то тело. То есть какие-то клетки там оздоравливаются, например, да, и так далее. Причем они могут быть вообще не больные, эти клетки, они могут быть совершенно здоровыми, но они ресурс увеличивают. И когда вы начинаете смотреть на эти события с точки зрения, ну, там, клеточной картины, с точки зрения человека, всех людей, вы видите, что существует еще совокупный свет, организован вообще всеми объектами информации, людьми, действием Бога, Создателем, Богом, то есть присутствующим в этом конкретном месте. И всеми явлениями, которые как бы стекаются к Создателю, всеми объектами информации. Вот здесь видно, что максимальная концентрация этого света, все объекты — это движение к Богу, а человек — это развитие его изначальной мысли. То есть человек действует самостоятельно. На каком-то уровне к человеку стекаются такие же объекты, ну, он строит какие-то искусственные сооружения и так далее. И можно очень четко дифференцировать, где эти сооружения, технические, техногенные, и как стремятся к Богу другие объекты. И очень четко понять, какое сооружение будет обрушено, там неправильно поставлена свая, да, трещина и так далее.
какой самолет там правильно пролетит, ну, нормально, не будет катастрофы, а где там что-то может произойти с каким-то прибором. То есть вот здесь вот очень четко, кстати, диагностическая система искусственно созданных объектов видна. А тогда получается, каким образом сделать так, чтобы там не было ядерного взрыва? Пожалуйста, нужно насытить тогда свет, идущий к Богу. И именно через него воспринимать структуру той же ядерной бомбы, тогда она не взорвется, получается. То есть это достаточно, кстати, мощная технология, потому что создание света — это само структурное действие в центре вещества, фактически, в начальном уровне вещества. И при этом ядерная реакция — это несопоставимо слабее по сравнению с этим механизмом действия, потому что вы же говорите о начальном уровне вещества, там еще вообще нет понятия ядерного ядра. И если, предположим, вы начинаете этот механизм выводить как структуру управления, вы можете, кстати, выйти в очень мощную область, где понятно, что совершенно, причем ясно, что действительно там нет, например, заболевания при наличии достаточно времени, которое, например, там нельзя излечить. То есть нет ситуации, которую нельзя там улучшить. Главное время здесь получается. И вот здесь получается, что технология выборки, что ли, событий так, чтобы было время. Для чего нужно время, да? То есть есть система управления прошлым, там, а есть, предположим, уровень выравнивания. То есть как выравнивать ситуацию, если, например, ее нужно выровнять там благоприятным для всех. Часто, значит, не нужно использовать структуру, например, прошлых событий, а просто работать по развитию будущей ситуации, и все. То есть для этого берется просто структура будущих событий, и строится структура так же, как пространство растущего света будущего. То есть свет же растет, а прошлое в этом пространстве уже не участвует. Ведь я сказал два параметра: да будет свет в будущем, и да будет свет, имеется в виду сейчас. Я же о прошлом вообще не сказал в данном случае. И получается, что если мы рассматриваем управление таким образом, то ясно, что человек всегда здоров, потому что изначально вот его судьба создана ведь больше будущим его уровнем развития Богом. Значит, он где-то эти знания начинает, на них не обращать внимания или начинает их где-то, рассеивать, что ли, так скажем. И отсюда возникают какие-то проблемы и так далее. И как только мы начинаем, собственно говоря, эти знания как бы находить, значит, и в принципе есть, некие там сказки, вот там утерянное время там и так далее, да, утерянные события, вот именно в каком возрасте, детском, например, то здесь вот существует именно структура такая, что чем более динамично развивается тканевая структура, то есть организм, тем действительно более концентрированная структура временная. И вот чтобы сделать организм независимым от структуры времени, а чтобы все время будущее было определено, стабильно, устойчивым, надо уметь будущее событие как бы наклеить, условно так в кавычках, на текущее время. Механизм простой. Берется будущее, приклеивается на текущую платформу и фиксируется. Вопрос только в том, чтобы платформы как бы не разошлись. Да? Надо уметь стабилизировать, некое такое искусственное, тоже, в общем-то, в кавычках, потому что это же ваше действие. Если вы сделали, значит, оно уже не искусственное, оно уже без кавычек. И когда вы начинаете как бы перематывать, как некий морской узел, да, будущее время, текущее, то возникает вот эта вот структура «да», например, да, затягивается, а дальше идет «будет свет». То есть «да» — слово, рождающее свет, получается. То есть третий уровень зрения, фактически душевный, душой и духовный во многом. Стоит только сказать слово, а дальше уже рождается само слово. То есть слово, рождающее следующее. Слово «да» рождает то, что будет. И здесь можно видеть конвертацию слова. То есть первое слово, фиксирующее «да», то есть произнесен звук, произнесено слово какое-то. Неважно, кстати, на каком языке. Значит, а дальше все равно что-то будет. Свет точно будет. И поэтому получается, что, исходя из этого, раз точно будет свет, то самое удобное, да, для человека в этой технологии — использовать свет для своего собственного самосоздания.
Раз он всегда будет, стоит только в эту область войти, сама, например, там, воссоздаться так же, как делает Бог. По аналогии, ну хотя бы на уровне там, бесконечной жизни. Кстати, у Бога уровень бесконечной жизни — это не единственный уровень там, всеобщности. Есть бесконечное развитие, развитие для всех, душевное развитие для всех и так далее. То есть многоуровневый план, да, а для человека, значит, уровень бесконечного развития — это все-таки один из локальных уровней Бога. У Бога, кроме уровня бесконечного развития, существуют уже следующие уровни, которые подразумевают наличие контакта с человеком, то есть прямой контакт, да, с человеком. Это имеется в виду, что человек, когда преодолевает и этот уровень, у него возникает следующий, у Бога следующий. И получается, что чем развитее человек, чем он светонасыщеннее, да, так скажем, тем получается лучше для Бога. С точки зрения человека Бог выполняет свою, ну, как бы даже человеческую задачу тогда. Значит, и получается, что исходя из этого, мы видим, что на определенном уровне, как душевном, на уровне личности, Бог и человек могут быть едины в свете действия, бесконечного действия. Вот единство светового действия, единство задачи, заложенной в свет. Свет, который возник, он же теперь никуда потеряться уже не может. Вот в чем преимущество нашего мира, да? Возникший свет, он же теперь его уже не спрячешь никуда. И получается, что, исходя из этого, наш мир, он колоссально устойчив, он фактически не может быть, например, разрушен, потому что тогда, ну, как бы, механизм должен быть такой, что куда-то надо было бы, как бы считается, спрятать этот свет, но это невозможно спрятать, нету места, где бы свет не прошел. Значит, следующее свойство света — всепроходимость. Да? Чтобы создать свет, надо эту функцию ввести. И таким образом я вот, ну, разметил там какие-то параметры, да, основные по построению там, света уровня. И получается, что самый вот этот, ну, достаточно интересный такой момент, интересное свойство света — всепроходимость и всепроявленность. Это есть восприятие человека, то есть самого себя. То есть человек воспринимает себя как уровень постоянного света. Вот обратите внимание, что тот уровень свечения, который исходит из человека, это уровень как бы внутреннего свечения. А есть же уровень самовосприятия, который тоже свет. Человек так или иначе все равно себя воспринимает. То есть он, получается, как-то светит в структуру пространства таким образом, что он еще и создает свет. Ведь восприятие — это тоже свет. А по факту физической материи он должен себя воспринимать. Вот в чем преимущество физической материи. Туда заложен цикл вечности развития. Достаточно себя увидеть, он уже воспринимает. А значит, как бы выйти из этого фактически, ну, как бы круговорота, что ли, причинно-следственной связи уже нельзя логически. То есть если человек себя воспринял, он уже живет вечно, получается, вот, ну, в идеальной логике. А чтобы уже это продлить, действие, да, например, вот почему я говорю, что за 3 года до, например, даже зачатия можно давать знания, ну, от минус бесконечности до минус 3 лет, потом от минус 3 до там, минус 1 и так далее. Потому что того понятия, как бы, несуществования от момента зачатия уже не существует, получается, для макросистемы. Вот если посмотреть на информацию извне, так как это делает Бог, да, для человека это можно как бы посмотреть, но для Бога нет понятия того, что человек не существует. То есть для него это как бы вообще неестественно. Он, который существует всегда, чтобы, ну, эту точку зрения, он должен тогда как бы перейти на структуру, ну, что ли, какой-то локальной системы развития, но он все равно этого не сделает. То есть для Бога это неестественно. Если с этой точки зрения посмотреть, кстати, очень мощный канал, некое такое мощнейшее управление для лечения болезней у большого количества людей. Там в залах, например, ну, при мышлении там, над регионами и так далее, над миром. Потому что эта точка зрения, она показывает, что существует сверхмощный, сверхбыстрый свет, который моментально попадает, разносится по региону, там, попадает во все квартиры там, и так далее. И, кстати, можно видеть, как он греет там, каждого, ведь Бог же так и делает, он же каждому присылает определенный свет.
И исходя из этого, мы когда уже создаем свет, получается, да, зачем он нам нужен для создания? Чтобы применить там, для спасения, кому-то передать. Там, в принципе, часто человек себе мало думает, ему часто мало нужно. Он может один раз себе сделать, ему хватает на десятки лет. Значит, или вообще бесконечно многие действия проявляются. А если мы говорим о какой-то проблеме, например, которую нужно решать, тогда получается, ну, мало ли, кому-то нужно кого-то излечить, да? Нужно сделать управление по массе событий часто в мире. И нельзя сказать, что кто-то более занят, кто-то менее занят. Всегда люди, как правило, в принципе, одинаково загружены с этой точки зрения. У каждого свои, в принципе, одинаковые с точки зрения Бога проблемы. То есть в этом уровне, кстати, по большому счету, даже нельзя сказать, что у кого-то они больше, у кого-то меньше. И вот этот уровень там как бы всеравности, то есть любой вопрос означает однозначно или сложный там вопрос, или простой, он для Бога всегда одинаков с точки зрения реакции Бога на этот вопрос. Потому что каждое действие определено как действие следующего уровня. А следующий уровень — это преодоление всей картины мира, это управление фактически всей системой мира. И поэтому здесь вот надо понимать, что многие, кстати, проблемы у людей от того, что они, может быть, часто недооценивают там, важности каких-то шагов, ну, в общем-то, не очень выявленных, ну, как бы фоновых. И делают разделение между, значит, какими-то очень интенсивными действиями и действиями, предположим, обычными. Вот если такого разделения на уровне отдаления от событий не делать, то управление гораздо более устойчивее. То есть возникает элемент отдаления от событий, приближения к себе. Следующий уровень управления светом. Приближение к себе, и чем больше вы от событий, ну, как бы абстрагируетесь, удаляетесь, тем более оно контролируемое. Оно превращается в интегрированный свет. Его не нужно там периферически за что-то там выводить или как-то там перемещать. Чем вы от него больше отдалитесь, тем оно более концентрированнее становится, как стягивается в точку, уже которую можно спокойно вывести на уровень там Создателя, рассмотреть реакцию Бога и увидеть, как к ней летится уже свет Бога. И тогда сделать аналогичный свет. Вот элемент создания света — это еще управление технической стороной этого дела. То есть умение вывести аналогично тому, что делает Бог. А увидеть, как делает Бог, в этой системе, кстати, как раз-таки вот несложно, это все прозрачно. Отдаление, ну, собственно говоря, как приближение к себе фактически, да, к своим ресурсам, по большому счету. И дальше вы видите вот эти светоуровни, которые как бы перемешиваются, начинают развиваться. А дальше, кстати, можно увидеть, где осуществляется помощь. Помощь должна быть всегда, ну, как бы, где мы считаем нужным, да, и, в принципе, помощь должна быть вообще-то там, где, может быть, наиболее целесообразно ваша душа считает. И вообще она всегда должна быть. То есть интегрированное понятие, где, кстати, вот даже структура слова, она начинает слипаться, то есть там видно, что есть помощь, но часто она не называет словом. Начинается уровень слипания слов, то есть текущее, будущее. И вот здесь вырисовывается прошлое. Для фиксации конкретного слова вырисовываются прошлые события. То есть если, например, рассматривать, зачем в этой конструкции управления, да, с этой точки зрения создания света Бог создал прошлое. А для того, чтобы слова не слипались. Если идти с точки зрения текущего и будущего, слова просто не доходят до уровня начала, они начинают слипаться, остается там половина слова. А как только мы фиксируем прошлое, мы получаем целиком слово. То есть прошлое как структура проективная, фиксирующая как бы наработанный материал получается. Вот поэтому часто можно действительно работать только будущим, текущим, и прошлое как структура фиксации, она часто не используется. А вот система будущего, или можно всегда исправить в лучшую сторону для всех, причем прошлое. А вот фиксируя, например, будущее, это уже умение выделять то же слово как бы в динамике. То есть следующее свойство света, уже построенного, например, это умение динамического выделения там, фрагмента какого-то там, с предложения, то есть слова. Например, задаться вопросом, как вообще построено предложение. То есть человек хочет сказать речь, ему нужно конкретное предложение. Ну, где их там в информации найти, например, да? И нужно причем спасение, чтобы было. Не просто там какая-то обычная речь, а именно контроль за информацией и управление. Вот можно найти
Предложение там, где скорость преуменьшена. Слово идет с большей скоростью, буква с еще больше, а предложение уже меньше скорости. Причем это видно прям, как пучок разрастается. Вот, структура предложения находится здесь, целые, да, там фразы. А что из себя представляет, например, кстати, вот лечение человека, если там цифровыми рядами происходит лечение? Видно, что сам ряд разбит на разные скорости. Одна цифра, одна скорость, часть цифры. Это интегральная, такая дифференцированная часто скорость с неким таким хаотичным действием и связями с внешней средой. Стоит только к полной цифре перейти, там уже фиксированная система. И получается, по разности скоростей за счет действия этих цифр как таковых, в том числе, возникает стабилизация процесса, ну, как бы точная настройка каких-то отдельных систем. То есть цифра как там, полный антагонист диагнозу, плохому, например. Там, при уменьшении событий в лучшую сторону и так далее. То есть диагноз, например, становится не таким проблемным, да? То есть умение получить сразу же непроблемную систему там, через цифровой ряд. Это все заложено в системе, например, управления через цифры. Можно также работать структуры слов, просто выговаривая цель. То есть ставится светоконструкция, которая способствует человеку ну, какие-то системы преодолевать за счет, ну, например, там, системы знаний в коллективном сознании по технологиям управления. А вообще, по сути, человек все равно желательно, чтобы понимал, как работает этот цифровой ряд, как работает система внешнего управления. То есть он должен сам осознавать любое действие по возможности. И в перспективе он должен вообще всегда осознавать любое действие, причину следствия. Значит, он должен знать даже там, где нет причины, есть просто свет. Он должен контролировать движение света, получается. А в некоторых случаях, там, где света нет, и человеку нужно построить реальность как бы дополненную, он должен уметь его создать. Следовательно, механизм управления светом таким образом строится, что в некоторых случаях нужно, получается, где-то, например, создать, где-то просто дополнить, а где-то и дополнить, и создать. Получается, что здесь существует уже третий уровень умения, значит, к дополненному свету добавить участок созданного света. Это, кстати, действия разные. Либо можно создать по принципам, там, аксиом, которые я изложил сейчас, либо можно, например, там, просто дополнить, как бы используя ресурсную среду, развивающийся свет. Свет развивается, можно просто событие где-то зафиксировать, свет растет по разным направлениям, тогда на рост событий как бы будет больше в каком-то направлении, да, и все. Но это не создание света. А вот когда я говорю о создании, речь идет об изначальном создании. Тогда, если мы что-то наращиваем, а что-то создаем, то вот эти две области начинают между собой взаимодействовать. Одна как бы построена на предшествующей базе, да, а другая как бы вновь созданная вами. Но ведь по большому счету Бог же сам все создает, значит, вы должны видеть, где свет, который проявился, где он раньше был создан, и где вы, кстати, участвовали. Как это вообще вас касается? И когда вы начинаете вот этот участок как бы ну, так реализовывать, что вы выходите на структуру первичного действия любого света, любого следственного света, ну, любого света, с которым вы встречаетесь, то вы начинаете проникать в структуру сознания, а там существует мнение других людей, действия людей, там, других объектов, там, истории даже, там, информации и так далее. И получается, что здесь важно, опять же, выработать просто человеческую позицию. То есть суметь помочь в каждой ситуации, неважно, когда произошли там события, как они будут происходить. Вы должны всегда человеку помочь. И вот это вот как бы макропомощь, да, макроуправление, это вот есть то, почему Бог вне времени и вне пространства. Потому что Он осуществляет везде одно и то же, да? Он создает, спасает, реализовывает. И получается, что из-за того, что если вот, ну, мы рассмотрим вот эту вот систему взаимодействия света между элементами действия Бога, получается, и из-за того, что, например, кто-то не полностью рассматривает это здесь, кому-то некогда, происходят вот эти вот как бы некие перетяжки, свет начинает искажаться, и идет реализация некого негативного, там, может быть, события, хотя можно было бы просто проконтролировать, улучшить и все. Но в любом случае любое событие можно для всех сторон, в лучшую сторону видоизменить, это в этой системе абсолютно четко видно.
И вот когда вы начинаете работать со светом как бы во всех конфигурациях, то есть развитие, создание, ну, в большей степени можно использовать создание, что проще часто и точнее, то получается, что видно, что непреодолимого события все-таки реально нет. Можно всегда дополнить, улучшить, но это как некий конструктор, всегда можно создать то, что нужно вам, и именно с точки зрения макросозидания, с пользой абсолютно для всех. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.